На сегодняшнем уроке мы с вами познакомимся с четвертым правилом интерпретации данных. Знайте, как собираются данные. Прежде чем мы углубимся в данное правило, давайте изучим понятие статистической выборки на следующем примере. Согласно неоднократно подтвержденной практике, чтобы получить максимально точные данные о какой-либо группе людей, например, о ее поведении и предпочтениях, опрашивать всех нет необходимости, а можно опросить лишь часть группы, которая может быть намного раз меньше. Эта маленькая часть называется выборкой, а большая группа, которую она представляет, называется генеральной совокупностью. Значит, генеральная совокупность – это совокупность всех объектов, обладающих общими признаками и относительно которых хочется делать какие-либо выводы при анализе некоторой конкретной задачи. Признаки, по которым мы разделяем объекты, могут быть абсолютно любыми: возраст, пол, территориальное положение, уровень доходов и многие другие признаки. А выборочная совокупность или выборка – та часть генеральной совокупности, которую мы отбираем в рамках эксперимента и на основе которой мы будем описывать или охарактеризовывать генеральную совокупность. При этом, если выборка сформирована правильно, выводы, полученные на основе изучения выборки, могут быть перенесены и на генеральную совокупность. Теперь, когда вы знакомы с назначением выборки, посмотрим следующий пример, чтобы узнать, как работает выборка. Представьте, что у нас есть население из 100 человек, из которых 50% составляют женщины. Вместо подсчета каждого отдельного человека в населении мы можем взять выборку из 20 человек. Если мы выберем их в случайном порядке, мы получим группу людей, которая примерно близка к истинному значению. В этом случае выборка составляет 55% женщин. Давайте попробуем собрать другую выборку людей. Похоже, нам повезло, и у нас есть выборка, состоящая ровно на 50% из женщин. Давайте еще соберем одну выборку. Здесь мы получили выборку, состоящую на 45% из женщин. Как вы заметили, эти выборки были сделаны случайным образом. Они не равны 50%. Тем не менее, их результаты вращаются вокруг фактического значения генеральной совокупности населения. Это называется колебанием выборки. Итак, любая выборочная совокупность, полученная на основе случайного отбора, несмотря на колебания, позволяет перейти от информации о выборке к информации о генеральной совокупности. Вместе с тем, для получения достоверной информации выборка должна обладать свойством репрезентативности. Вкратце остановимся на определении репрезентативности. Это свойство выборки корректно отражать характеристики генеральной совокупности. В данном примере наглядно показано, когда выборка отражает свойства генеральной совокупности и когда свойства выборки отличаются от свойства генеральной совокупности. В то время как точность измерений зависит от размера выборки, размер выборки не гарантирует ее репрезентативности. Репрезентативность выборки главным образом обеспечивается способом отбора ее участников. Можно выделить несколько вариантов нарушения репрезентативности выборки. Когда опрошено слишком мало людей. Кроме того, чем меньше размер выборки, тем меньше вероятность того, что она будет репрезентативной. Когда опрошены не те люди. Запомните, если выборка исследования не репрезентативна, получить достоверную информацию не удастся. Как ранее отмечалось, репрезентативность – это свойство выборочной совокупности представлять характеристику генеральной. Если совпадения нет, говорят об ошибке репрезентативности. Иными словами, ошибка выборки – это отклонение средних характеристик выборочной совокупности от средних характеристик генеральной совокупности. Ошибка выборки бывает двух видов – статистическая и систематическая. Первая ошибка зависит от размера выборки. Чем больше размер выборки, тем она ниже. Систематичная ошибка зависит от различных факторов, оказывающих постоянное воздействие на исследование и смещающих результаты исследования в определенную сторону. А теперь давайте перейдем к закреплению нашего правила. Внизу под видео вы увидите задание. Выполните его, и после чего мы перейдем с вами к следующему правилу.